На этом псевдо-MP3-плеере из 2000-х лежат почти все мои криптосбережения. Это холодный некастодиальный криптокошелек. Хотя, по правде говоря, ни твоя, ни моя крипта физически не находится на этих кошельках. Даже твоя любимая Solana на твоем MetaMask не лежит на твоем MetaMask. Вопросов стало еще больше. Но это пока. Сейчас разберем, какие существуют криптокошельки, в чем их разница, какие лучшие, какие хуже и какими кошельками пользуюсь я. Здорово, с вами наблюдатель. Погнали! Начнем с самого главного, что тебе нужно знать и понять. Существует два вида криптокошельков. Это кастодиальные и некастодиальные. Перед тем, чтобы разобраться, что это за слова, вспомним, когда ты регистрируешься, например, на MetaMask, или Trust Wallet, или любом другом приложении криптокошелька. Так вот, вспоминаем, при регистрации тебе дают так называемую SEED-фразу из 12 слов, иногда бывает больше, и просят эту фразу записать и никому не показывать. Окей, это и есть твой главный ключ к твоим сбережениям, к твоему кошельку. По сути, этот набор слов и есть твой кошелек. Это вспомнили. А теперь вспомним, когда регистрируемся на любой централизованной бирже. Например, Binance, Huobi, Bybit, все равно. Там тебе дают эту фразу? Нет. А значит, и ключа у твоих сбережений у тебя нет. Эй, подожди, я прохожу на бирже KYC, фотки, пароли, номер телефона. Чуть ли не сдаю свои анализы утренние, чтобы подтвердить свой аккаунт. Вот ключевое слово «подтвердить свой аккаунт». А то, что на нем, это не принадлежит тебе, это принадлежит бирже. У тебя только отображаются циферки, не более. Взять крах любой биржи. А что, пользователи вывели свои деньги? Деньги клиентов или ушли на погашение долгов? Не твоих, между прочим, а биржи. Или просто... Димон, для чего ты мне все это разъясняешь? Я так и не понял разницу кошельков. Ты должен понять самый важный момент с этой SEED-фразой. Остальное ты точно поймешь уже налегке. А вот теперь можем разобрать, что такое кастодиальные кошельки. Это те кошельки, SEED-фраза которых находится у третьих лиц, у биржи, у брокера, где-то на сервере, но не у тебя. Да, ты можешь отправлять свои токены, принимать. Обязанность, что все будет окей, берет на себя биржа, но ключа у тебя нет. Это минус. Плюс кастодиального кошелька — это, конечно же, простота. Пока все у биржи хорошо, ты просто заходишь в свой аккаунт и ты уже видишь все свои монетки. Клац-клац, и уже там вывел, сколько тебе надо. Что же такое некастодиальный кошелек? Тут чуть сложнее, но ты ведь на канале не наблюдатель, так что простота понимания тебе обеспечена. Почему сложнее? Потому что некастодиальные кошельки могут быть горячими или холодными. Их еще называют аппаратными. Помните тот MP3-плеер в начале видео? Это холодный некастодиальный криптокошелек. В конце ролика сделаем с него перевод в USDT, покажу, как это работает. Фишка в том, что тут ты уже полностью рулишь своими активами и своими ключами сам. SEED-фраза находится именно у тебя. Приложение такого кошелька связано именно с блокчейном. И безопасность полностью на твоих плечах. Потерял SEED-фразу из 12 слов, считай, что ты просто потерял весь свой кошелек со всеми активами. Навсегда. Минус их то, что они сложнее в использовании. Подтверждение транзакции, комиссии в зависимости от загруженности сети, добавление сети вручную. Но вот плюс тут важнее, и это безопасность сбережений, в которой на сегодня выигрывает именно холодный кошелек. Горячие некастодиальные кошельки. Это MetaMask, Trust Wallet, Engine Wallet и другие. Холодные некастодиальные кошельки зачастую выглядят как флешки или MP3-плеер из прошлого. Это Ledger, Trezor, мой любимый SafePal и другие. Чем мой SafePal, цена которого в пределах $50 на официальном сайте, лучше, чем твой бесплатный MetaMask. А чем MetaMask лучше, чем это? Давай разберем.
Знаю, что многие из вас столкнулись с данной проблемой у бота Veles, что нельзя нажать кнопку Futures на аккаунте биржи, чтобы поставить галочку и получить API-ключ. Как же это решить? Easy! Снизу жмем галочку «Разрешить доступ только для доверенным IP-адресам». Теперь возвращаемся на сайт Veles Finance. И там, где ты добавляешь новый API-ключ перед тем, как создать бота, жмем. А вот теперь копируем вот эти IP-адреса, вот эти вот все циферки. Вставляем их, куда нас просит биржа. Ctrl-V. После этого можешь уже ставить галочки. На фьючерсном аккаунте, маржинальная торговля, все то, что тебе нужно. И потом уже брать, копировать свой API, который там немножко выше, никому не показывая этот API-ключ, и вставлять уже сам API-ключ. Вот сюда вот на Veles, и секрет тоже вставляем. Дальше нажимаем «Проверить» и «Сохранить». Обязательно обрати внимание, что ты создаешь себе либо спот, либо фьючерсы. Спот я до сих пор еще не тестил, я лично работаю с Binance фьючами. Все, ты их засинхронил. Бот Veles, который мне на сегодня, за 2 месяца, которые я его использую, принес мне профит на 240 баксов. К моим 200 долларам, которые у меня изначально были на фьючах. Этот бот сам себе куда-то зашел, что-то там усреднил, закрыл позицию. Мне только приходит в Telegram сообщение о телодвижениях позиций. Я оставлю ссылку в описании на видео, где от А до Я разобрал регистрацию, настройку Veles, подводные камни. Короче, переходи, тестируй, пускай эти боты работают вместо нас. Чем же мой SafePal лучше, чем твой MetaMask? Первое. Он офлайн. А что это значит? А то, что взломать его какому-то мошеннику, ох, как будет непросто. А твой MetaMask онлайн. А значит, доступ к нему раздобыть мошеннику куда проще. А если ты вдруг увидел какие-то непонятные токены у себя на MetaMask и подумал: о боже, мне повезло, начислили какие-то токены, которые стоят на рынке кучу денег, и попытаешься их продать, считай, что ты уже потерял свой MetaMask. Второе. Это дополнительная защита. По сути, этот кусок пластмассы как мост между тобою и твоими активами. Чтобы вывести отсюда крипту, нужно ввести специальный пин-код на самом устройстве. А чтобы вывести крипту с Trust Wallet, ничего вводить не надо. Ты зашел с паролем в приложение и вводи сколько хочешь. Какой же минус в данном случае SafePal? Минус, с которым столкнулся лично я, это то, что SafePal не поддерживает все сети блокчейнов, которые есть на крипте. Например, купил я на бирже Bybit токены Algo, хотел вывести себе на холодный, а фиг там. SafePal не поддерживает сеть Algo. Такая же проблема с токенами Rosie. Если я не ошибаюсь, то на кошельке Trezor другой минус. Там есть лимит количества. Грубо говоря, ты можешь закинуть на него вот такое количество токенов и не больше. На больше памяти нету. То есть получается, что мой MetaMask и все, что похоже, это плохо, а вот эти вот флешки это хорошо? Вот эти флешки просто лучше. Если мы сделаем список по 2 категориям – безопасность и удобство, то получим следующую картину. Безопасность. Топ этого чарта займет холодный некастодиальный кошелек типа SafePal или Ledger. На втором месте горячий некастодиальный кошелек типа MetaMask или Trust Wallet. На третьем, последнем месте по безопасности будет кастодиальный кошелек на любой централизованной бирже. Не зря я все время говорю, не держите бабки на своей бирже. Теперь насчет удобства. На первом месте в топе это будет кастодиальный кошелек на любой централизованной бирже. На втором месте по удобству горячий некастодиальный кошелек типа MetaMask и Trust Wallet. И на третьем месте, можно сказать, самый неудобный, это холодный некастодиальный кошелек типа моего SafePal или Ledger. То есть вопрос больше тебе. Что тебе важнее, удобство или все-таки безопасность? Мне кажется, когда вопрос стоит о моих деньгах и активах, пусть это не очень удобно, ничего, потерплю, зато реально безопасно. Ну и самый-самый важный момент. Вся крипта, которая у тебя на MetaMask, у меня на SafePal или любом другом кошельке, физически
не находится на этих кошельках. Все эти приложения, кошельки — это все интерфейс, отображение. По факту крипта как была в блокчейне, так она там и остается. Просто доступ к этой вот частичке блокчейна, какой-то крипты, принадлежит тебе. И ты с этим кусочком блокчейна делаешь что хочешь. Хочешь — продаешь, хочешь — купишь еще. Кстати, ты не думай, я тоже пользуюсь как MetaMask, так и спот кошельком на биржах. Просто там у меня очень мало активов. Диверсификация. Давай теперь проведем транзакцию с помощью моего некастодиального холодного кошелька и покажу, как это выглядит. Сейчас я со своего кошелька SafePal выведу 200 USDT и перекину их на биржу Binance. Заходим в приложение SafePal. Конечно же, в целях безопасности я глазиками закрыл все свои сбережения, где у меня и что у меня. Tether USD TRC20. Очень важно именно запомнить сеть, через какую я буду переводить. Нажали. Мне нужно отправить 200 USDT, а кошелек нам нужно взять на Binance. Заходим на Binance, потому что я буду скидывать денежку сюда. Выбираем USDT. Сеть, которая мне нужна, это TRC20. Сеть должна быть с двух сторон одинаковая. Берем этот кошелек, копируем и вставляем вот здесь. Сейчас начнется самое интересное. Нажимаем теперь «Далее», «Отправить» и вот самое интересное. Теперь своим SafePal мне нужно направить камеру на этот QR-код. Включаю SafePal, нажимаем «Сканировать», «Ок». И направляем на сам QR-код. Теперь у меня спрашивает, отправить $200? Даю разрешение. Окей. То, что я говорил, нужно дополнительно ввести пин-код для того, чтобы с SafePal можно было вывести деньги. Иначе никак. Ввел пин-код и нажимаю галочку. Смотрите, что будет дальше. Теперь мне телефоном нужно направить на вот эти QR-коды, которые появляются. Тут их, по-моему, 10 штук. На телефоне нажимаю «Далее» и теперь уже телефоном направляю на сам кошелек SafePal. Пошло сканирование. Подписать, подтвердить отправку. Подтвердить. Все. Деньги улетели и уже через 2 минуты будут у меня на бирже Binance. Я сравнил график цены биткоина за 15 и 19 год и прикинул, куда может пойти цена битка в 2023 году. Об этом рассказал в прошлом своем ролике. А с вами был Ненаблюдатель. Покидоса!